Привет всем! Тэхён и Чингук сейчас в Японии. Они оба отправились на остров Анасима в префектуре Канагава в очень закрытой одежде, чтобы их не узнали прохожие. На вершине холма на острове находится колокол дракона. Вы будете удивлены тем, что Тэхён и Чингук там сделали. Они повесили на него замок со своими именами. Тэхён и его партнер надеются, что их любовь продлится вечно. Эта информация получена от одного из сотрудников, работающих с Тэхёном. Мы не шутим, у нас есть инсайдер, который получил эту информацию. Я просто хочу поделиться своей радостью со всеми вами. Я очень люблю Тэхёна и Чингука. Пожалуйста, уважайте друг друга и не оскорбляйте Тэхёна и Чингука. Смотрите продолжение этого видео и не пропустите его. Прежде чем мы начнем, убедитесь, что вы готовы насладиться этим моментом. Добро пожаловать в Шанель Текука. Шаги Тэхёна и Чингука эхом разносились по тихой тропинке в префектуре Канагава. Нежный морской бриз из залива Сагами приносил свежий соленый аромат, охлаждая их лица, частично скрытые за масками и шляпами. В тот день Япония казалась им особенно гостеприимной, предлагая немного пространства для отдыха среди суеты их глобальных графиков, которые, казалось, никогда не перестанут их преследовать. Их целью был остров Анасима, небольшая жемчужина, расположенная недалеко от исторического побережья Камакуры. Этот остров был для них не просто очередным туристическим местом, а убежищем, обещающим вечность, с периодическими посмеяниями над пролетающими над головой чайками. Тэхён указал на возвышающийся зеленый холм в центре острова, место, на которое они тайно засматривались с тех пор, как планировали эту поездку. Они начали подниматься по лестнице одну за другой, проходя через тенистые деревья, которые обеспечивали естественную тень вдоль тропинки. Чингук с его неуемной энергией время от времени обгонял Тэхёна, а затем с широкой улыбкой оборачивался, чтобы убедиться, что друг не слишком отстал. Среди рядов сувенирных лавок и небольших святилищ они чувствовали себя двумя обычными молодыми людьми, наслаждающимися простым приключением, свободными от камер, которые обычно следили за каждым их шагом. После долгой прогулки они наконец достигли вершины холма, где возвышался колокол дракона или Руранно, с видом на бескрайний океан. Сумеречное небо начало окрашивать западный горизонт в оттенки оранжевого и фиолетового, создавая волшебную атмосферу, которая окутывала всю округу. На мгновение они замолчали, завороженные кажущимся бесконечным видом на океан, словно весь мир принадлежал только им. Тэхён вытащил из кармана металлический замок, простой предмет, имевший для них глубокий смысл. Они подошли к сетчатому забору, уже усыпанному тысячами разноцветных замков, оставленных другими парами, которые посещали это место раньше. Каждый замок хранил одни и те же надежды и молитвы, связь, которая никогда не ослабнет ни со временем, ни под влиянием обстоятельств. Дрожащими от волнения руками Чингук держал замок, а Тэхён писал на нем их имена несмываемыми чернилами. Почерк был простым, но каждый штрих нес в себе вес эмоций и преданности, которую они выстроили вместе за годы совместной жизни. Они обменялись взглядами, передавая все, что не могли выразить слова, непоколебимую веру и поддержку. Когда их имена были четко выгравированы, они вместе прикрепили замок к пустому участку забора. Щелчок замка отчетливо звучал в их ушах, возвещая еще одно обещание, доверенное Вселенной. Они на несколько секунд положили руки на замок, чувствуя контраст холодного металла и тепла переплетенных пальцев. Теперь настало время для их самого долгожданного ритуала – звонка в легендарный драконий колокол. Местный миф гласил, что если влюбленные позвонят в колокол вместе, их любовь останется вечной и неизменной на долгие годы. Для Тэхёна и Чингука этот миф был не просто фольклором, а искренней надеждой, которую они надеялись осуществить в мире, полном неопределенности. Вместе они взялись за толстую веревку колокола. Они слегка кивнули друг другу в знак готовности перейти к новой главе в своих отношениях. Одним синхронным движением они потянули за веревку, и чистый звон колокола разнесся по холмам. Звук, казалось, проникал сквозь границы неба и моря, возвещая Вселенной об их решимости идти бок о бок, чтобы не принесло будущее.
Вибрации колокола, казалось, проникали глубоко в их сердце, принося невероятное чувство спокойствия после долгой борьбы под давлением славы. Они стояли бок о бок под колокольней, позволяя его эху медленно затихать, уступая место звуку волн, разбивающихся о скалу. Слова были не нужны, тишина между ними была достаточной, чтобы передать, насколько значимым был этот момент для жизни каждого из них. Тэхён смотрел на Чингука нежными глазами, понимая, как далеко они прошли от своей юности и душевного равновесия до того, чтобы стоять на этом холме в Аносиме. Он чувствовал благодарность за то, что рядом есть человек, который понимает его язык тела без слов. Друг и родственная душа, который всегда был рядом в горе и радости. В глазах Тэюна Чингук был домом. И эта поездка на остров была способом укрепить фундамент этого дома перед лицом любой бури. Чингук ответил на взгляд искренней улыбкой, которая дошла до его глаз. Чувствуя то же тепло в груди, он понимал, что внешний мир может продолжать требовать и осуждать их. Но на этом холме все это казалось далеким и неактуальным. Замок, который они надели, и колокольчик, в который они позвонили, символизировали их мужество оставаться верными своим чувствам, несмотря на предстоящие препятствия. Солнце начинало садиться, оставляя вокруг драконьего колокольчика тусклый, романтический свет. Они решили провести там еще несколько минут, просто наслаждаясь ночным бризом, от которого у них начинали мурашки бежать по спине, но в то же время согреваясь присутствием друг друга. Вера в то, что их любовь останется непоколебимой во времени, придала им новые силы, чтобы встретить следующий день с высоко поднятыми головами и полными сердцами. Медленно они начали спускаться, испытывая гораздо более легкое чувство, чем когда они прибыли. Их замок теперь стал частью истории острова Аношима, присоединившись к тысячам других обещаний, развешанных вдоль деревянного забора. Хотя вскоре они вернутся к своей суетливой жизни, воспоминание о звуке колокольчика и запахе моря Канагавы останется глубоко запечатленным в их памяти как напоминание об их священном обещании. По пути к вокзалу в Камакуре Тэхён непринужденно обнял Чингука за плечо, небольшой жест, отражавший их неразлучную близость. Они знали, что впереди еще долгий путь и много испытаний. Однако, пока они были друг с другом и с воспоминаниями о том прекрасном дне на острове Иносима, они верили, что их любовь будет вечной, подобно мифическому колоколу, в который они вместе звонили. Весть об этом тайном путешествии постепенно начала распространяться. Начиная с трогательной истории давнего сотрудника, сопровождавшего Тэхёна, он рассказал, как безмятежно они выглядели, планируя поездку в Аношиму, поездку, движимую не работой, а чистым желанием почтить созданную ими связь. Эта информация распространялась как способ поделиться радостью, напоминая всем, что за яркими огнями скрывались две души, заслуживающие личного пространства для поиска счастья и вечной любви. Мы должны отдать должное истории, которую они высекли на холме влюбленных. Уважение к каждому их шагу и решению – это проявление истинной любви с нашей стороны, как наших сторонников. Потому что каждое их чувство – часть бесценного человеческого пути. Здесь нет места оскорблениям или предрассудкам. Счастье, которое они испытывают, это позитивная энергия, которой мы можем поделиться, если посмотрим на нее с искренним и открытым сердцем. История о замках любви и звоне колокольчика дракона в Японии символизирует, что истинная привязанность никогда не угасает со временем. Тэйон и Чингук показывают, что в условиях огромного давления окружающего мира сохранение искренних чувств имеет первостепенное значение. Заботясь друг о друге и уважая друг друга, мы действительно создаем любящую атмосферу, где каждый чувствует себя в безопасности, чтобы любить и быть любимым, не боясь обидного осуждения со стороны других. Рассказывая эту историю, мы отмечаем красоту глубоких и поддерживающих человеческих отношений. Наша привязанность к Тэхёну и Чингуку должна быть мостом для распространения доброты среди других, а не поводом для ненужных ссор. Когда мы слышим, как они надеются, что их любовь продлится вечно, мы призваны молиться о том, чтобы каждый их шаг был наполнен защитой, миром и вечным счастьем. Давайте будем бережно хранить эту историю как прекрасное воспоминание о двух людях, достаточно смелых, чтобы доверить свои надежды мифу и вселенной на маленьком японском острове. Пусть это счастье будет для всех нас, кто любит их здоровым и уважительным образом.
Пусть обещание, данное им на заборе Анашимы, и звон колокольчика, в который они вместе позвонили, продолжают отзываться в наших сердцах, напоминая нам, что истинная любовь всегда найдет свой путь, чтобы оставаться вечной и неизменной на протяжении многих лет. Их шаги замедлились, когда они покидали район острова Эносима, словно они оба не хотели расставаться с моментом, который только что наступил. Уличные фонари начали загораться один за другим, отражая свет на теперь уже темную поверхность моря, украшенную лишь маленькими искорками от проплывающих вдали лодок. Ким Тэ-хён глубоко вздохнул, позволяя ночному воздуху наполнить его легкие. Он повернул голову в сторону, глядя на Чон Чингука, который шел рядом с ним легкими шагами, но на этот раз спокойнее, чем обычно. «Странно, не правда ли?» Тихо пробормотал Тэ-хён, его голос почти заглушал шум морского бриза. «В таком месте все кажется простым». Чингук слегка улыбнулся, не отвечая сразу. Он понимал, что имел в виду Тэ-хён. Их мир обычно был полон внимания, напряженного графика и ожиданий, которые никогда не прекращались. Но здесь, на этом маленьком острове, вдали от суеты, они просто два человека, идущие бок о бок, без ярлыков, без давления. Оставляйте здесь свои позитивные комментарии. Лучшие из них будут закреплены в знак уважения к их любви. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать этот канал. Пусть Бог вознаградит вас за вашу доброту. Это видео отражает мои личные мнения и интерпретации. Это видео создано исключительно в развлекательных целях и не является подтвержденными фактами. But I've known you too long.